Всем привет! В общем-то решил снять полноценный обзор моей пилы Штиль MS261C, модель с Эмтроником. И в общем-то рассказать, почему я купил именно эту пилу. Когда были варианты купить Husqvarna 545, 550, то есть это конкуренты этой пилы. И в общем-то расскажу, почему я их не купил. Итак, начнем с 545 Husqvarna. Не стал я ее покупать по той причине, что она все-таки слабее, чем этот штиль. Она имеет у нас 2,7 киловатта, так как этот штиль у нас имеет 3 киловатта. То есть для этой пилы конкурентом все-таки будет 550 Husqvarna. Вот. Ну теперь поговорим, почему же я все-таки не взял 550, а взял именно данного штиля. Ну, во-первых, 550 немножко тяжелее. Вот. По характеристикам они плюс-минус одинаковые. Там и один объем цилиндра, и по киловаттам, что там по 3 киловатта. То есть здесь разницы нету. Здесь у нас Emtronic, там у нас Автотюн, 2Mix X-Torque. То есть никакой разницы особо нет. Выбор пал на штиля, так как все-таки штиль для меня, как сказать, немного будет все-таки лучше. Не камень в сторону Husqvarna, но все-таки штиль. Сейчас покажу. Большие гайки, то есть для меня удобнее, когда гайки большие, их проще откручивать. Не знаю, лично мое мнение. Во-вторых, штиль имеет внутреннее сцепление, то есть мы можем вот так вот легко снять шину, заменить венец, сняв лишь вот этот вот штопор, поменять шаг любой, какой хотите. На Husqvarna сцепление у нас наружное. Естественно, чтобы нам поменять цепь, нужно перекидывать через корзину. Чтобы заменить звездочку, либо же венец, нам нужно снимать, разбирать пилу, вставлять стопор поршня и откручивать. То есть это намного сложнее. Это одна причина, почему я выбрал штиль. Вторая причина — это все-таки распространенность комплектующих, расходников. Все-таки на штиль их легче достать, их в большем количестве есть, как аналогов всяких китайских, так и оригинал. И стоят они все-таки немного дешевле. На Husqvarna найти оригинал будет как-то посложнее, да, и цена немножко повыше будет. Ну а теперь поговорим, почему я выбрал именно штиль MS261C, а не 260 модель, либо же модель 250. Ну, во-первых, 250 все-таки у нас фермер-класс, полупроф. В общем-то, там цилиндр у нас надевается на картер, то есть на пластиковый. Здесь у нас металлический картер. Все как и должно быть на профессиональных пилах. Во-вторых, все-таки 250, ну, для моих задач слабоватая. Вот. По поводу 260, это у нас профессиональная, но все-таки она не дотягивает до 261, в особенности с Эмтроником. 260 имеет у нас 3,5 лошадки, так как версия с Эмтроником у нас имеет 4,1 лошадку. Ну и к тому же версии с Эмтроником намного приемистее, резвее, то есть Эмтроник отдает полную мощность на любых оборотах. Это плюс. Кто держал 260 в руках, работал ею, и возьмет 261 с Эмтроником, тот поймет, о чем я говорю. Так, еще одним плюсом именно 261 модели по сравнению с младшим братом 260 есть вот такой вот планофильтр. Не нейлоновый, как все привыкли, а полноценный вот такой вот фильтрующий элемент. Данный фильтр отлично фильтрует, не пропускает пыль, то есть здесь проблем с фильтрацией никаких. Затем на данной пиле имеется подогрев ручек, то есть подогревается верхняя рукоять, нижняя, и также подогревается карбюратор. То есть у нас зимой при больших морозах не будет перемерзать карбюратор, и пила будет работать отлично, без каких-либо проблем. Вот идет подогрев, видно кабель. Это у нас разъем
М-троника, диагностический. Можно, придя в сервис, будет посмотреть, сколько раз пила заводилась, в каких режимах она работала, какая у нее подача топлива. То есть там все это указывается. Часы работы, то есть наработка пилы, все это там указывается. Опять же повторюсь, М-троник более резвый, и по техническим данным версия с М-троником мощнее на 8%. То есть обычный 261 у нас имеет 3,8 лошадиных силы, а версия с М-троником 4,1. Ну и опять же, версия с М-троником делает все за вас, вам не нужно крутить винты, то есть это все выполняет электромагнитный клапан. То есть у нас вшиты мозги в бензопилу, которые считывают температуру окружающей среды, количество оборотов двигателя и подстраивает оптимальное количество топлива. Так, ну теперь, в общем-то, давайте покажу вам пилу поближе. Вот так вот выглядит фильтр. Он легко снимается. Это у нас идет М-троник. Там у нас стоит электромагнитный клапан. Как уже говорил, диагностический разъем, подогрев ручек, декомпрессионный клапан для легкого запуска. Фильтр этот легко моется, то есть промыли, просушили и дальше используете. То есть фильтр многоразовый. Задерживает пыль отлично, внутри все чисто. Надевается также легко, до щелчка. Так, эластостарт, то есть для комфорта запуска, чтобы уменьшить нагрузку на суставы. Вот такой вот облегченный цилиндр. Это на версиях с М-троником идет. Дальше глушитель из нержавейки, то есть он не гниет, никаких проблем с ним нету. Ну, немножко выцвел от температуры, поменял цвет, то такое. Хорошая антивибрационная система. У нас здесь пружина, снизу пружина, здесь у нас демпфер. И еще одна пружина находится вот возле бака и самого корпуса. То есть пила комфортная в работе, мягкая, вибраций практически нет. Вот такая вот крышка монолитная на вот таких вот защелках. Минус, конечно, этой крышки в том, что без ключа все-таки вы ее не снимете. Версии с М-троником у нас имеют три положения. То есть мы зажимаем газ, опускаем рычаг в самый низ, заводим, и пила работает. То есть не нужно ловить вспышку. Завели, работает. Нажали газ, все, рабочее положение. Когда глушим, у нас рычаг сам отскакивает вниз. То есть пила всегда готова к запуску. Вот такие вот крышки в полоборота открыли, заправили и закрыли. То есть удобно и быстро. Так, по цепям и шинам. На эту пилу можно установить любую гарнитуру. 3/8 пика, 325, 3/8 большой. То есть все, что нам нужно, это иметь сменный венец. Вот этот вот. И все. Пила по заводским характеристикам тянет у нас шину 15-20. Но на моей практике скажу, что 25-й шиной я работал. Приходилось мне перепилить большое дерево. Ставил 25-ю шину, чтобы в один проход распилить. Она тянет. Понятно, на постоянку работать это будет для пилы большая нагрузка. Но она тянет эту шину. То есть никаких проблем. Если нужно иногда будет где-то распилить огромное дерево, можно поставить шину 25 дюймов. Пила у меня без малого год. То есть отработал я ей, валил большие орехи, абрикосы, акации. В общем, твердые породы деревьев пила пилила. От 40 сантиметров до метра.
То есть пила мощная, справляется без проблем. Расход у нее все-таки не такой большой, потому что двигатель 2 микс у нас. Вот. Пилит отлично, пилит легко. Работать ей одно удовольствие, особенно зимой. Как бы подогрев ручек, тепло в руки, отлично. Вот. Из минусов это все-таки ее цена. В остальном минусов я для себя не нашел. Ну, в общих чертах самые основные моменты рассказал. Кого что интересует, спрашивайте в комментариях. Вот, а у меня на этом все. Всем пока.